Всем привет, с вами снова я. И сегодня у нас на обзоре ресивер Telefunken RR100. Это аппарат одного из моих подписчиков. Приехал ко мне нерабочий, приехал в ремонт. В принципе, сам ремонт особой, опять-таки, уваги, як це на русском, не заслуживает внимания. Вот. Не заслуживает особого внимания, значит, что было, он просто не работал. Я снимал даже шорт по этому поводу. Значит, здесь есть подсветочка, я потом внутри покажу. И еще при Советском Союзе делали ремонт, подпаяли туда другие лампочки. И один из проводочков, точнее один, а два проводка подпаяли, не заизолировали, они между собой закоротили. Ну, такое, как говорится, по мелочам. Ну и теперь немного сухих фактов. Значит, выпускался аппарат в период 82-83 года. И стоил он на тот момент 450 немецких марок. Информации в интернете, конечно, за него мало, но кое-что я смог найти. Значит, что касается мощности. На системе A он говорит 30 ватт честных при 4 омах, а на B он дает 25 ватт на 4 омах. Почему так сделано, я не понял. Может быть, скорее всего, ошибка где-то в описании. Ну, теперь давайте поближе посмотрим органы управления. Значит, слева направо у нас выход на наушники, джек стоит, кнопочка Power, переключение между спикером, между A и B, переключение моно-стерео для радио, Lounges, к Lounges мы еще вернемся, ручка громкости, кстати, довольно-таки интересно сделана, так вот, потрескивает, когда ее перемещаешь. Значит, баланс, бас. Высокие. Фильтр, насколько я понимаю, это MPX. Кнопочка Muting почему-то не работает. Не знаю даже почему и для чего. AFC, автоматическая подстроечка. Кстати, довольно-таки неплохо работает. Вот давайте покажу. Вот. Раз. Если мы ее выключаем, частота уходит. В принципе, более-менее она работает. Селектор входа. Значит, что мы... Переключаем, у нас два поддиапазона, FM, MV, фонокорректор у нас есть. И получается Tape TV и AUX стерео, это значит у нас еще два дополнительных входа низкочастотных. Ручечка настройки, у нас 6 светодиодов, светодиод стерео один и один из, сейчас давайте переключим, точнее не один из, а 5. Так, куда делся? Вот. И... сигнал. Вот. Это уровень входного сигнала, честно вам скажу, больше двоечки я так у себя и не поймал. Обратная сторона ресивера. Значит, я единственное не понял, что это за перемычка стоит на антенну. Это, скорее всего, наверное, антенна для средних волн. Земля для радио, выход на наружную антенну, диновские разъемчики. Земля для фонокорректора, RCI-ные разъемы. И разъемы для подключения акустики, значит, точка тире, как я их называю, и обычные наши зажимчики. Наклейка какая-то, ну, ни о чем не говорящая. Вот это вот, видите, все, что здесь написано на нашей наклеечке. Так, теперь давайте заглянем вовнутрь. Снимаю с руки, потому что мне не хватает тут чуть-чуть дотянуться штатива. Так, ну что, самое главное у нас выходная микросхема. На СТК-шечке все это сделано, на 463. Значит, а что вообще до микросхем, которые применены? Значит, здесь TDA 1046, TDA 1047, LA3350, M5193 и H12017. И, еще вот есть TA7317. Смотрите, довольно-таки очень красиво и компактно все это сделано. Вот. Что касается то, что я говорил за подсветку, вот здесь вот 3 лампочки стоит, вот здесь вот одна, здесь вот вторая, вот она третья. Все это было вот припаяно вот к этому разъемчику. Вот. Ну и здесь коротнуло все это дело. Ну, при Советском Союзе, естественно, ремонт сделали, поставили сюда 2 обычные лампочки. Вот, лампочки нагрелись, и вот такая вот тут беда произошла, вот тут произошла трещинка. Пошла трещина из-за того, что перегрелась. Лампочка одна осталась родная, здесь стояла. Я лампочку сюда переставил посередине.
Пробовал подставлять светодиоды, но мне не понравилось. Я показал заказчику, точнее подписчику. Подписчик сказал, поищем лучше лампочки маломощные 12-вольтовые. Пока оставляй одну посередине, а там уже в принципе разберемся. Очень большой мощный трансформатор. Кондер стоит на 4,3. По качеству исполнения, ну, меня немцы довольно-таки сильно порадовали. Очень красиво, очень качественно, очень хорошо. Что касается работы тюнера. Я вам скажу так, вы уже знаете, что я всегда тюнер сравниваю с Шарпом с 3 семерки. Я считаю, что на 3 семерках самый лучший тюнер стоит. Ну, я максимум дал бы, наверное, 7 баллов. Не сильно хорошо принимает тюнер. Ну, мне, честно говоря, особо не нравится. Теперь самый главный вопрос, наверное, как он поет. Скажу вам честно и откровенно, я не в восторге от звука. Причем вообще не в восторге. Ну, вот, к примеру, давайте сейчас что-нибудь здесь найдем. Такое что-то нейтральненькое. Значит, бас, ну этот самый, высокие, низкие на нулях стоят, да? Включаем лаунжес. Очень сразу много добавляет низов. Если отключить лаунжес и добавить баса, начинает бухтеть. Где-то вот так высокие, ну еще так что-то более-менее. В принципе, ну честно вам скажу, ну звук посредственный. Я с него так ничего нормального и не добился. Единственное, можно включить лаунжес, убрать бас на 0 и добавить высоких. Ну вот что-то как-то. Ну, не знаю, потому что, ну не тот звук, вот как чего-то не хватает. Что до внешнего вида? Внешний вид, опять-таки, алюминий, все красиво, все лаконично, по-немецки, довольно-таки, ну, хороший дизайн, довольно-таки он строгий получился, но не более того. В принципе, больше мне о нем рассказывать особо нечего. Свое мнение за звук я высказал, за дизайн высказал. Дизайн красивый, я бы его, конечно, оставил, потому что у меня вот был там в обзоре Telefunken дека, это все из одной серии, оно очень красиво смотрелось. Но слушать его, ну, такое, ни о чем. Вот вообще ни о чем. Может быть, конечно, я не подобрал акустику к нему. Я сейчас слушаю через трехполосную, у меня с 3 девяток с Айвы. Ну, мне не нравится. Ну что, на этом, в принципе, я буду заканчивать. Вот такой вот получился у нас небольшой обзорчик. Напомню, Telefunken RR100 или RR100. Всем мира, добра, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик всегда, чтобы мои видео не пропустить. Мира, нет войне. Пока-пока.